Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на любые вопросы. Есть большое количество инструментов для улучшения всех сфер жизни, избавления от всего, что вам мешает быть счастливыми, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И, конечно же, как всегда, все в ваших руках. Ваша жизнь – это продукт ваших мыслей, эмоций и действий. Помните, даже если то, что происходит вокруг вас, вам не нравится, к сожалению, а может быть уже к счастью, если вы это поймете, притянули вы сами. Ведь не вы выбираете, иногда выбирают ваши внутренние установки, выбирают ваши блоки и ваши убеждения. Ведь вы то, во что вы верите, то, во что вы не верите, никогда с вами не произойдет. Помните это. Сейчас, как и каждую неделю, прогноз на неделю, самое основное. Почему я не делаю очень долгих раскладов? Потому что каждый день выходят видео, в которых вы сможете посмотреть, что же будет происходить и на что еще обращать внимание и как же себя вести дальше. Поэтому делать очень скрупулезный и длинный разбор, мне кажется, не актуален, особенно сегодня, когда все спешат, когда все хотят быстро, сразу и вчера. Но вы не исключение, это стихия воздух, близнецы, весы, водолеи. Вы тоже любите все быстро и порывисто. Хочу всех весов, у которых день рождения уже прошел или еще идет, поздравить с днем рождения, пожелать вам счастья, здоровья, успехов, удачи и всего самого-самого лучшего. Вы знаете, в принципе, можно это все сказать одним словом. Желаю вам счастья. Когда вы счастливы, это значит, что у вас все хорошо и везде, во всех сферах жизни. Поэтому я желаю вам счастья по умолчанию. Сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Сегодня в помощь нам Таро ангелов. Они очень интересно рассказывают, они по-другому преподносят информацию. Каждая колода преподносит информацию по-своему. Ну и колода Таро ангелов, именно это, у меня несколько колод Таро ангелов, именно эта колода, у нее очень интересный рассказ. Почему говорю, я же снимаю не только, я же снимаю все 4 стихии, и, соответственно, когда снимаешь первую стихию, это одно, потом ты идешь на следующую, и, их же 4, и сейчас, сняв уже другие стихии, я понимаю, как интересно идет информация. Ну что, вы готовы? Вы улыбнулись? Не забывайте про улыбку. По-моему, я сказала уже, что надо сделать. Но если не сказала, вы уже все знаете. Ну и главное, основное, похвалите себя и улыбнитесь. Поехали. На что обратить внимание близнецам? На доверие и веру. Доверьтесь себе, доверьтесь людям, которые вас на сегодняшний день окружают, которые пытаются вам помочь. И смотрите за знаками, которые вам посылает Вселенная, высшие силы,
Господь, космос, вот то, во что вы верите. На сегодняшний день вы свободно можете идти за вашими мечтами, за воплощением ваших мечт, за начинаниями, за воплощением ваших желаний. Вот в этой колоде это не дурак и не шут. В этой колоде очень интересная эта карта, это мечтатель. И отвечает за это архангел Метатрон. Он помогает именно в начинаниях. У него очень много разных сфер помощи. Но одна из это именно в начинании чего-то, что вас именно вдохновляет. Именно ищите, смотрите и анализируйте, когда вы что-то начинаете. Главное, даже иногда не то, что это принесет вам огромное количество денег. Ведь если то, что вы начнете, вас не будет вдохновлять, в конечном итоге вы сдуетесь. В конечном итоге вас будет тяготить то, чем вы занимаетесь, и, соответственно, даже вот эти обещания, что это приносит большое количество денег, не будет на вас работать. Уж простите. Каждое ваше действие, каждое ваше движение должно вас вдохновлять. Вам должно нравиться, что вы делаете. Если это касается работы, и я знаю, что сейчас многие мне скажут, а что мне делать, я не люблю свою работу. Вот тут единственный совет, который можно дать, это даже в самой нелюбимой работе найдите что-то позитивное и что вам нравится. В любой, даже самой патовой ситуации можно найти позитив. Я не буду сейчас углубляться в это, потому что когда я на личной консультации общаюсь с клиентом, и клиент говорит, что все плохо, вот все плохо, я начинаю задавать наводящие вопросы, и мы находим даже в самой патовой ситуации большое количество позитивных моментов, на которых я призываю клиента сконцентрироваться. И если клиент все-таки делает это, даже из самой неприглядной ситуации, он находит выход из самой даже неприглядной ситуации, приобретает опыт и все-таки видит позитивные моменты того, что произошло. И это первое – это помощь, а второе – это изменение отношения к ситуации. Поэтому подумайте. Опять же, выбор ваш. Кстати, в ближайшую неделю будут неожиданные возможности, вы увидите неожиданные возможности для изменений. Это может быть как изменения в работе, карьере, бизнесе, также и изменения в других сферах жизни. Весы. На что обратить внимание в ближайшую неделю? Смотрите, в ближайшую неделю будут изменения, начнут происходить. Изменения будут прорываться ситуации, которые были, знаете, как лежали мертвым грузом, и вы не видели решения, или вы уже махнули рукой на что-то и подумали, ладно уже, все, не движется, так не двигается. И в ближайшую неделю будут эти ситуации будут каким-то образом решаться. Позитивные перемены – это колесо фортуны, и фортуна будет на вашей стороне. Единственное, что помните о том, что ваше внутреннее состояние очень сильно влияет
на изменения и на то, что с вами происходит. Ваш позитивный настрой принесет еще больше удачи в вашу жизнь. А так, ближайшее время, неделя – это время для позитивных изменений. Поэтому принимайте позитивные изменения. Отвечает за эту карту Архангел Михаил. Если есть какие-то вопросы, какие-то сомнения, обращайтесь к Архангелу Михаилу. И помните, кстати, я вот про Архангела Метатрона тоже говорила, помните, что единственная плата за обращение к архангелам и ангелам-хранителям – это благодарность. Если вы заметили, во всех моих практиках обращения к ангелам и архангелам я завершаю это все тройной благодарностью. Помните? И, кстати, всегда помните, что за все надо благодарить. За позитивное, так и за негативное. Когда что-то негативное происходит, благодарите за опыт. Благодарность приносит невообразимую энергию. Когда я, как могу вам сказать, что когда я просыпаюсь, я взяла себе за правило минимум 21 раз произнести слово «благодарю». Вы не представляете, какой заряд энергии и позитива дает просто повторение слова «благодарю». Одним словом можно менять все. Помните об этом. Ну и водолейчики, смотрим, на что же вам обратить внимание. Давайте так. Конец тяжелой ситуации. Примите перемены к лучшему. И вот хуже, чем было, уже точно не будет, говорит эта карта. Как же интересно показывают информацию именно эти карты. Я на каждой колоде, я же когда предсказываю, насколько по-разному, я понимаю, преподносится информация. Поэтому я, когда делаю расклады, я меняю один и тот же вопрос, я рассматриваю разными колодами. Это действительно очень интересно в сравнении. Вот тут это десятка мечей, десятка воздуха. И во многих колодах, когда я открываю эту карту, я чувствую тяжесть. А вот открыв эту колоду, открыв эту карту в этой колоде, абсолютно другие ощущения. Ощущение подъема, ощущение освобождения, ощущение выздоровления и избавления от того всего, что мешало. Вот это и то, на что надо обратить внимание, на ваши ощущения, на ваши внутренние ощущения, что ближайшая неделя будет ознаменована выходом из ситуаций, которые для вас были тяжелыми. Это будет принятие какого-то решения для себя, что освободит вас от большого количества установок, блоков, непонимания и освобождение, высвобождение вашей энергии. Этим будет ознаменована неделя водолеев. Принимайте, очищайтесь, избавляйтесь. И, конечно, вот тут еще полное выздоровление, освобождение от болезней для тех, для кого это важно. Главное тут ваше принятие и понимание, что все, что идет к вам, это для улучшения. Кстати, есть еще много разных практик. Еще одна практика, когда происходит что-то негативное, вместо того, чтобы реагировать, как вы привыкли реагировать, ну, например, упала
упала, разбилась чашка, вы понимаете, что сейчас надо подбирать осколки, что сейчас надо будет убирать, а может в чашке еще что-то было налито, кофе, сок. И вы, соответственно, знаете, как реагируете, я же вашу реакцию сейчас слышу. А что если, когда происходит что-то вот такое, каждый раз говорить все к деньгам, все к здоровью, все к счастью, все к любви. И постоянно повторять, выбрать для себя что-то одно. Не каждый раз что-то другое. Начинаете работать с чем-то одним. Попробуйте. Вы даже не верите сейчас, насколько это может изменить все. Ну что, общий совет для стихии воздух. Общий совет – празднуйте. Празднуйте каждый день. Многих из вас, кстати, вот весы, вас ждет празднование вашего дня рождения. И празднуйте, знаете, как в полную силу, радуйтесь в полную силу. Не думайте, я сейчас услышала весов, ой, и кто-то назвал свой возраст. Послушайте меня, вам столько лет, насколько вы себя ощущаете. У меня есть огромное количество знакомых и клиентов, которые молоды по паспорту, а как они себя преподносят и как они себя ведут, ну точно старички, а есть пожилые люди по возрасту, которым уже под 80, за 80, но они настолько молоды, они и выглядят намного моложе. Подумайте об этом. Поэтому неважно, сколько вам лет, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь всему, празднуйте все. И тут эта еще карта говорит о том, что вам в вашей жизни не хватает удовольствия. Находите удовольствие во всем. Ух, как же интересно разговаривает эта колода, разговаривает. Получается, иногда бывает вот вроде те же самые карты, а сказала все, что увидела, и понимаешь, что ну больше ничего интересного нет, а тут я смотрю, что можно говорить и говорить и говорить. Ну что, желание. Смотрим на ваши желания, что же с ними будет происходить в ближайшую неделю. Близнецы, сконцентрируйтесь на цели. Вот тут, да, не распыляйтесь. Тут еще вот эта карта говорит о том, что вы, может быть, и распыляетесь, вы хотите, хватаетесь за все, но ничего не доводите до конца. Поэтому тут для того, чтобы достичь цели, исполнить желание, надо именно сконцентрироваться на чем-то одном и на результате. И тогда ваше желание исполнится. Смотрим весы. Вот тут могу сказать, вряд ли. Первое и самое основное, пересмотрите формулировку. Я вот тут чувствую, что вы неправильно сформулировали ваше желание. И еще, потому что я вижу за картой, вы хотите исполнить желание, но не совсем хотите того, что вы формулируете. Внутри, в душе идет дискомфорт. Проанализируйте, найдите зону комфорта и поверьте, кстати, поверьте, что это возможно, то, что вы загадали. И вот это вряд ли перейдет в твердое «да». Ну и водолеи, смотрим. Позитив. Вот тут как нельзя лучше. Настройте себя позитивно. Находите позитив в любых ситуациях, и тогда все ваши желания будут исполняться легко и гармонично. Ну вот,
такая интересная неделя у стихии воздух. Ну а я, в свою очередь, желаю вам от всей души счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. Знаете, я всегда произношу все эти слова, но по большому счету самое основное – это вот это самое счастье по умолчанию, которое состояние души. Когда оно есть, тогда вы счастливы везде, в любой сфере жизни. Поэтому я желаю вам счастья по умолчанию на сегодня. Все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, мои советы, мои практики, ритуалы, настрои. Ставьте лайк. Это ваша благодарность за то, что я делаю. И обмен энергией. Ведь для того, чтобы расклад проигрался и действительно вы полностью смогли ощутить на себе весь этот позитив, ведь все работает на обмене энергии. Так вот, лайк – это и есть вот этот самый обмен энергии. Ну а также хочу поблагодарить всех тех, кто присылает мне донаты. Я благодарю вас от всей души. Это тоже ваша благодарность и обмен энергией за мой труд, и это помогает развитию канала. Благодарю, благодарю, благодарю. Все, с вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.